Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Колоссальная трагедия произошла в мире музыкальной России и рядах антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым. По роду своей профессиональной деятельности сотрудники антикоррупционного комитета часто становятся жертвами печальных событий. Однако такое произошло впервые. Жертвой трагедии стала женщина, член антикоррупционного комитета, известная российская и советская певица, народная артистка России Ирина Александровна Аллегрова. Печальное событие произошло вчера вечером в городе Саратове. Ирина Александровна, человек доброго сердца и благородной души, давала благотворительный музыкальный концерт, все финансовые средства от которого шли в фонд помощи тяжело больным детям. Ирина Аллегрова уже полгода работает в антикоррупционном комитете во главе с Никитой Михалковым и постоянно занимается благотворительной деятельностью, направленную на помощь простым людям. Однако вчерашнее музыкальное мероприятие закончилось настоящей трагедией. Ирину Александровну Аллегрову саратовские зрители встретили на бис, и известная певица исполнила перед жителями города свои самые известные музыкальные хиты. Однако во время исполнения последней песни на музыкальном концерте под названием «Младший лейтенант» на сцену к Ирине Александровне поднялся зритель, высокий статный мужчина. Ирина Аллегрова часто общается со зрителями во время концерта, поэтому отнеслась к этому вполне спокойно. Охрана артистки хотела вмешаться в ситуацию, однако Ирина Аллегрова подала им знак рукой «все в порядке», а зритель попросил разрешения у Ирины Александровны проводить певицу до гримерки и вручить ей цветы. Однако спустя несколько минут после ухода известной певицы со зрителем со сцены раздались истошные крики Ирины Аллегровой, которые доносились из гримерки. К месту происшествия немедленно кинулась охрана певицы и администрация заведения. К сожалению, служба охраны запоздала на несколько минут. Ирина Александровна лежала на полу гримерной комнаты, а преступник успел скрыться из помещения. Подоспевшие сотрудники полиции и медицинский персонал насчитали у Ирины Александровны Аллегровой более 16 ножевых ранений. Незнакомец, совершивший преступление, был задержан при выходе из концертного зала и на данный момент находится на допросе. На данный момент рассматриваются две версии преступления. Это профессиональная деятельность Ирины Аллегровой, связанная с работой в антикоррупционном комитете, и вторая версия – личная драма, связанная с неадекватным поведением саратовского зрителя. Сама член антикоррупционного комитета, известная певица Ирина Александровна Аллегрова, в критическом состоянии была доставлена в центральную больницу в реанимацию города Саратова. У известной певицы наблюдается большая потеря крови. Все это время член антикоррупционного комитета Ирина Александровна не приходит в себя. Зрители с большим стажем могут помнить, что это далеко не первая трагедия в семье Ирины Аллегровой за последнее время. Еще 1,5 года назад трагически погиб родной внук певицы Александр Баргисян во время участия в спецоперации. Ирина Аллегрова возлагала большие надежды на своего 25-летнего внука, студента и профессионального спортсмена-пловца. Однако судьба молодого человека Александра Баргисяна сложилась трагически. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В эти минуты в Алтайском крае проходят поиски экипажа вертолета медицинской службы, который потерпел крушение в районе Чемдарского ущелья несколько дней назад. На борту вертолета находились врачи, летчики и известные артисты, члены комитета Руслан Байсаров, Юрий Назаров,
певец Михаил Муромов, актриса Ирина Муравьева, которые перевозили в медицинский санаторий тяжело больного Дэни Байсарова. На данный момент пропавшими без вести считаются второй пилот вертолета Валерий Кормухин, врач санатория Татьяна Лакеева и члены антикоррупционного комитета Ирина Муравьева, Юрий Назаров и певец Михаил Муромов. Напомним, что накануне на место происшествия были обнаружены тела первого пилота и второго врача медицинского санатория, а также Руслан и Дэни Байсаров в критическом состоянии, которые получили серьезнейшие травмы позвоночника, вероятно, при жесткой посадке вертолета. На данный момент Руслана и Дэни Байсарова в критическом состоянии госпитализировали в больницу Алтайского края. Ведутся поиски других членов экипажа. Начальник Следственного комитета и член антикоррупционного комитета Александр Иванович Бастрыкин выдвинул новую версию происшествия. По мнению товарища Бастрыкина, авария вертолета могла произойти по злому умыслу неизвестных преступников. Стало известно, что летчики вертолета были опытнейшие пилоты и совершали данный маршрут несколько раз, прекрасно ориентировались в данной местности и даже в сложных погодных условиях не могли бы допустить такой ошибки. На месте трагедии был обнаружен полуразрушенный вертолет. На данный момент эксперты технической службы пытаются обнаружить, не было ли серьезных поломок в вертолете еще до начала полета. Глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков предложил провести коллективную молитву о чудесном спасении пропавших членов экипажа и антикоррупционного комитета известных артистов. Все желающие могут присоединиться к данной молитве сегодня в 19:00 по московскому времени. К сожалению, еще одна трагическая новость о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Сегодня утром был экстренно госпитализирован, предварительно с гипертоническим кризом, министр обороны Российской Федерации и член организации Андрей Ремович Белоусов. Состояние министра обороны Российской Федерации диагностируется как средне-тяжелое. Напомним, что в семье министра обороны Российской Федерации несколько дней назад произошла страшная трагедия. Он потерял второго сына Павла в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, а еще месяц назад ушел из жизни первый сын министра обороны Российской Федерации, который трагически погиб в результате участия в спецоперации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.